Для тех, кто все еще сомневается в любви между Чингуком и Тэхёном, возможно, пора остановиться на мгновение, не для того, чтобы судить, не для того, чтобы оправдывать, а чтобы звездочка увидеть звездочка. Увидеть сердцем, а не глазами, ослепленными предрассудками. Часто люди обращают внимание только на то, что лежит на поверхности. На их смех, на их жесты, на то, как они улыбаются на камеру. И говорят, это всего лишь игра. Это просто профессиональная близость. Но любой, кто когда-либо любил, кто когда-либо по-настоящему чувствовал связь с кем-то, знает, что звездочка некоторые вещи невозможно подделать звездочка. Когда вы смотрите на Чингука и Тэхёна, вы не смотрите шоу. Вы наблюдаете нечто звездочка, естественная звездочка, нечто звездочка, врожденная звездочка. Как будто мир освобождает место для этих двух душ, чтобы они узнали друг друга. Открыли друг друга и, в конечном итоге, исцелили друг друга. Многие говорят: они просто близки по привычке. Но как объяснить этот успокаивающий взгляд? Как объяснить момент, когда они ищут друг друга в толпе, словно мир вокруг них на мгновение исчез? Это любовь. Не громкая, кричащая любовь, а звездочка, тихая звездочка любовь, настоящая, как дыхание, не требующее внимания, но всегда ощущаемая. И Тэхён. То, как он улыбается, когда Чингук рядом. Это необычная улыбка. В ней есть спокойствие. В ней тепло, которое невозможно описать словами. Как будто вся тяжесть на его плечах внезапно исчезает, когда рядом с ним этот единственный человек. В каждом видео, в каждом клипе, который может длиться всего несколько секунд, скрывается звездочка, длинная история звездочка. История о двух людях, которые растут вместе, учатся понимать мир и себя, находясь вместе. Они не пытаются быть идеальными. Они просто остаются собой. И, возможно, именно поэтому мы все так очарованы. Потому что их искренность кажется настоящей. Знаете, в этом мире много людей, которые умеют подражать жестам, подражать мимике. Но никто не может повторить такую эмоциональную близость. Близость, которая может произрастать только из доверия и глубокого понимания. Когда они стояли рядом, в воздухе всегда витало что-то необъяснимое, но ощутимое. Словно теплая энергия, мягко текущая, касаясь каждого, кто видел их вместе. Они не пытались никого убедить, не пытались казаться идеальными. Они были просто двумя душами, понимающими друг друга в мире, полном пристального внимания. И в этом вся прелесть. Их любовь не кричала. Она шепталась. Она присутствовала между вздохами, в мгновениях тишины, во взглядах, которые задержались дольше обычного. Некоторые говорили, они просто друзья. Но кто сказал, что любовь всегда должна быть обозначена? Любовь бывает разной, и то, что было между ними, как ни назови, определенно было неординарным. Это было видно потому, как Чингук слегка поклонился, когда Тэхён заговорил, не потому, что ему пришлось, а потому, что он слушал сердцем. Это было видно потому, как Тэхён похлопал Чингука по плечу. Легко, но многозначительно, словно говоря без слов: «Я здесь, ты не один». Вот это любовь. Простая, но глубокая. Без необходимости в признаниях, без необходимости в долгих объяснениях. И, возможно, мир слишком занят догадками, забывая, что самое прекрасное в любви – это не когда ее объясняют, а когда ее чувствуют. Чингук и Тэхён ничего не пытаются доказать. Они просто живут, проживая свои дни так, чтобы быть счастливыми. И в этом счастье мы все находим частичку покоя. Потому что настоящей любви не нужна сцена, не нужна камера. Ей нужны лишь два сердца, которые осмеливаются открыться друг другу. И когда эти два сердца находят друг друга, нет расстояния, сомнений, никаких ярлыков, которые могли бы ограничить их чувства. Возможно, именно это делает Тикук таким пленительным. Потому что они напоминают нам, что любовь не всегда нужно кричать, чтобы почувствовать. Иногда достаточно улыбки, легкого прикосновения, взгляда, который поймут только двое.
Иногда любовь зарождается в неожиданных местах. В свете софитов, среди плотного графика. Среди смеха и изнурительных репетиций. Именно так зародились отношения Тэхёна и Чингука не из сценария, не из стратегии агентства, а из честного и естественного единения. Если вернуться к началу, к первым годам их совместной жизни, мы увидим, как двое молодых людей учатся ориентироваться в мире. Все еще неловко, все еще пытаются вписаться. Но среди всего этого постепенно возникает что-то нежное, чувство безопасности, которое они находят только друг в друге. Тэхён с его свободолюбивым, теплым и ярким характером часто служит источником спокойствия для замкнутого и тихого Чингука. И наоборот, Чингук с его тихой искренностью становится убежищем для Тэхёна, когда мир кажется слишком суровым. Их отношения не сложились в одночасье. Они родились из тысяч маленьких моментов. Из смеха в репетиционной комнате, из шуток за кулисами. Из взаимного молчания, но при этом они все еще знают друг друга. Если присмотреться, то в их взаимодействии есть что-то неоспоримое. Схема, связь, которой нет ни у кого вокруг. Как будто есть звездочка-частота-звездочка, которую слышат только они двое. Когда камера включена, они могут шутить как обычно. Но между ними быстрые взгляды. Легкие прикосновения, которые часто остаются незамеченными. Но имеют огромное значение для тех, кто чувствителен. Возможно, некоторым это покажется обыденным. Но для тех, кто в курсе. Каждый маленький жест, каждое нежное выражение – это скрытый язык любви. И даже несмотря на то, что они окружены тысячами поклонников, стаффа и камер. У них все еще есть свое пространство, маленький мир, понятный только им. Вы когда-нибудь замечали, как Тэхён часто смотрит на Чингука? Не глазами коллеги, а скорее так, словно хочет убедиться, что с тем, кто ему дорог, все в порядке? Или как Чингук часто опускает глаза, когда Тэхён громко смеется, скрывая легкую улыбку. Как будто этот смех слишком драгоценен, чтобы делиться им с кем-то еще. Вот такие вещи заставляют многих людей верить, что их любовь – это не просто теория фандома. Она настоящая, они просто предпочитают не выражать ее словами. Некоторые все еще сомневаются. Ищут доказательства, которые подтвердят их подозрения. Но, возможно, мы все это время ошибались. Потому что настоящая любовь не всегда нуждается в подтверждении. Иногда просто нужна звездочка признания и звездочка. Просто обратите внимание на то, как они ведут себя за кулисами. Тэхён часто похлопывал Чингука по плечу. Или просто стоял рядом, не говоря ни слова. И Чингук, сам того не желая, слегка улыбался. Как будто одной энергии Тэхёна было достаточно, чтобы успокоить его. Есть одно видео, которое часто упоминают. Короткий ролик, где Тэхён держит Чингука за плечо. А Чингук закрывает глаза, медленно вздыхая, словно обретая в них покой. На первый взгляд, все кажется простым. Но если внимательно прислушаться, в этом моменте есть что-то невысказанное. Нежное общение, понятное только им. Но, конечно, не все могут это принять. Всегда найдутся те, кому неловко наблюдать за их близостью. Они говорят, это слишком. Или это неуместно. Но вопрос прост. С каких пор привязанность должна подвергаться цензуре? С каких пор объятия стали чем-то неправильным? Тэхён и Чингук не пытаются стать легендами. Но каким-то образом их любовь сделала их таковыми. Потому что все, что они делали, от мелочей до больших дел, всегда казалось искренним. Когда они шли рядом, ничего не нужно было объяснять. Когда они смеялись вместе, ничего не нужно было скрывать. А когда они молчали, но все равно понимали друг друга, никакие слова не могли сравниться с этой глубиной.
Такой любви не нужна была большая сцена. Она жила просто в маленьких, неповторимых мгновениях. Во взгляде, в рукопожатии, в совпадающем дыхании. И именно там их любовь сияла ярче всего.